Всем привет! Сезон клубники продолжается. И сегодня готовим один из моих любимых десертов – торт или пирог «Три молока» с клубникой. Этот пирог получается очень вкусный, влажный, именно благодаря пропитке из 3 видов молока, что соответствует названию. Безумно прост в приготовлении и порадует всех нежным вкусом. Сочетание, конечно, сливки и клубника здесь сверху. И сейчас я отломаю кусочек пирога, чтобы вы посмотрели, какое здесь тесто. Посмотрите. Оно настолько пропиталось, нежное, влажное, такое ароматное. И внутри у нас в пироге тоже много клубники. Обязательно приготовьте и попробуйте такой пирог. Никто не останется равнодушным. Для того, чтобы приготовить этот очень вкусный пирог или торт, мне понадобится для теста 400 граммов муки, 200 миллилитров молока, 250 граммов сахара, 4 яйца, 10 граммов разрыхлителя для теста, щепотка соли, 200 граммов мягкого сливочного масла комнатной температуры, 1 чайная ложка экстракта ванили. И посмотрите, у меня здесь стоит такая батарея из разных видов молока. Здесь топленое молоко 200 мл, обычное молоко 200 мл и сгущенка 200 граммов. Это нужно для пропитки нашего пирога. Именно благодаря этой пропитке он будет очень влажный и вкусный. И сегодня мой пирог я буду готовить с клубникой, поэтому у меня здесь 400 граммов клубники. Клубнику я уже помыла и почистила. Выпекать пирог я буду вот в такой форме. Форма для этого пирога очень важна. Она должна быть достаточно глубокая и неразъемная, так как мы пирог будем пропитывать прямо в форме. Размер формы у меня 30 на 20 сантиметров и глубина 5 сантиметров. Форму я уже смазала сливочным маслом. Я вам хочу отдельно показать молоко, которое я буду использовать для пропитки. Сгущенка у меня здесь домашняя. Как сделать сгущенку дома, я обязательно оставлю ссылку под видео в описании. И здесь у меня, обратите внимание, топленое молоко. Я его тоже готовила сама. Если вам интересно, как приготовить дома топленое молоко, обязательно пишите в комментариях. Я сниму отдельно такое видео. Потому что у меня, например, во Вьетнаме топленое молоко не продается. Сначала я подготовлю клубнику. Клубнику разрежу на вот такие кусочки. Не надо слишком мелкие, а вот такие. Буквально у меня клубника здесь небольшая, поэтому я просто разрезаю на 4 части. У яиц отделяем белки и желтки. Белки будем взбивать отдельно. Чтобы белки хорошо взбились, обязательно берите чистую и сухую посуду. Сначала взобьем белки. Я добавляю соль и начинаю взбивать до тех пор, пока появится такая легкая пена. И теперь в белки я буду постепенно добавлять половину сахара и взбивать в крепкие устойчивые пики. Посмотрите. Я очень хорошо взбила белки вот в такие хорошие пики. И теперь белки отставляем в сторону. В другую миску я отправляю мягкое сливочное масло комнатной температуры. Добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. И всыпаю весь оставшийся сахар. И хорошо все взбиваю, чтобы растерся сахар с маслом. Видите, я использую те же венчики, которыми взбивала белки. Когда взбили масло с сахаром, добавляем сюда желтки. И тоже хорошо взбиваем. В полученную массу я добавляю молоко. И перемешиваю. Добавляю частями, чтобы, конечно, молоко не разлетелось. Подбираю все со стенки миски. Вливаю оставшееся молоко и перемешиваю.
Посмотрите, какая масса у меня получилась. И теперь миксер отставляем в сторону. Просеиваю муку и разрыхлитель для теста. И сейчас лопаткой замешиваем тесто. Тесто сейчас получится достаточно густым, но мы в него будем добавлять взбитые белки, и тесто станет очень пышным. Посмотрите сейчас по консистенции, какое тесто получилось. Видите, оно достаточно плотное. И теперь небольшими партиями буду добавлять сюда взбитые белки. Сначала добавлю немного и довольно интенсивно их вмешаю, чтобы тесто стало более таким податливым, чтобы тесто вобрало в себя часть этих белков. И теперь ввожу в тесто остальные белки, также поэтапно. И вымешиваю теперь уже аккуратно, сверху вниз, чтобы сохранить пышность теста. И теперь я добавляю все оставшиеся белки. А сейчас я аккуратно вмешиваю оставшиеся белки, чтобы у теста сохранилась вся его пышность. Посмотрите, какое тесто получилось. Вы видите, какая у него консистенция. Оно такое пышное, классное. И сейчас самое время добавить сюда ароматную клубнику, которая у меня здесь стоит и просто нереально пахнет. Аккуратно вмешиваю всю клубнику в тесто. И сейчас тесто я перекладываю в форму, которую я хорошо смазала сливочным маслом. Распределяю тесто ровным слоем. Отправляю тесто выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку, примерно на 40-45 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Мой пирог я достала из духовки. Проверяйте обязательно готовность пирога деревянной шпажкой или зубочисткой. Она должна выходить сухая. Сверху пирог у меня слегка треснул. Это вполне нормально для такого теста. Сейчас надо дать пирогу немного остыть, хотя бы примерно минут 15-20. И потом мы зальем его замечательной заливкой из молока. Приготовим пропитку для пирога. В миску вливаю молоко, топленое молоко. Оно такое ароматное. И сгущенку. Хорошо перемешиваю, чтобы хорошо разошлось сгущенное молоко. Пирог у меня уже остыл, он сейчас такой еле теплый. Посмотрите, он слегка треснул сверху, но это ничего страшного. Я вилкой очень густо делаю вот такие проколы в пироге. Для того, чтобы пропитка хорошо пропитала весь пирог. Я все хорошенечко проколола, весь пирог. И теперь заливаю пропиткой из молока. Аккуратно заливаю в центр, по краям всю пропитку. Этот пирог должен впитать в себя все молоко. Сама пропитка эта молочная получается очень вкусная. Конечно, смесь из 3 видов молока. Это очень вкусно. И видите, почему важно использовать именно форму с высокими бортиками, чтобы у нас поместилась сюда вся пропитка. Я выливаю всю пропитку. И сейчас пирог оставляем прямо на столе примерно на 1 час, чтобы он окончательно остыл и впитывал в себя эту пропитку. А затем отправляю пирог в холодильник еще примерно часа на 2, чтобы он так хорошо остыл и стал холодным. У меня прошло примерно 4 часа. Пирог
замечательно настоялся и пропитался. Он у меня стоял в холодильнике, сейчас холодный. Обычно традиционно этот пирог подают со взбитыми сливками. Поэтому здесь у меня 250 мл сливок охлажденных, не менее чем 33% жирности. Также сахарная пудра 30 граммов. И я буду добавлять 1 чайную ложку экстракта ванили. И украшать мой пирог я буду клубникой, так как у меня пирог с клубникой. В сливки я всыпаю сахарную пудру, добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили и буду взбивать до крепких устойчивых пиков. Чтобы сливки хорошо взбивались, они обязательно должны быть холодными. Хорошо взбили сливки, и теперь можно украшать пирог. Я хочу, чтобы вы посмотрели, какой пирог изумительный. Посмотрите, нигде нет ни грамма молока, пропитки. Все впиталось в тесто. Он такой просто нереально нежный. Сейчас сверху на пирог я выкладываю сливки. Ровным слоем распределяю сливки по поверхности пирога. При помощи вот такого скребочка сделаю на поверхности пирога небольшой рисунок. И сверху укладываю клубнику. Клубнику я просто порезала кусочками. И наш пирог 3 молока с клубникой уже готов. Сейчас разрежем пирог и посмотрим, что получилось. Ой, какой он мягкий, просто невероятный. Так хорошо пропитался. Я сейчас достану кусочек пирога, я уже один достала. Я хочу вам показать из серединки. Посмотрите, это что-то нереальное. Какой он получился высокий, красивый, влажный, ароматный. И я сейчас попробую. Друзья мои, для всех, кто любит вот именно такие влажные пироги, влажное такое тесто пропитанное, это вообще безумно вкусно. Вкус пропитанного теста с клубникой, со сливками, вообще нереально. Обязательно приготовьте и попробуйте. Он очень ароматный и вкусный. И в сезон клубники это то, что надо. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук Позитивная кухня. Всем пока!